Забить гол Досаеву — это, наверное, память на всю жизнь, да? Да, я бы не сказал. Всех помню, всех знаю. И всех найдете. Были небольшие разногласия. С Зеленым? Да. Говорят, что у него была труба под Днистру, по которой он качал спирт из Молдовы в Украину. Саша, ребята, все, что вы играете в Еврокубках, это ваше. Это ваши деньги. Я знаю, как надо играть с Барселоной. Bun găsit la o nouă ediție a proiectului Culisele Arenelor. Avem un invitat de marcă astăzi, singurul antrenor moldovean de fotbal care a câștigat Cupa Moldovei cu 3 echipe diferite și cel mai bun antrenor moldovean al anului 1993 și 2004, Alexandru Maciura. Bună ziua și bine ați venit! Добрый день! Și invitatul permanent, Petru Efros. Petru, salut! Bună ziua! Bine revenit! Александр Григорьевич, вы не давали интервью последние 5 лет. Почему? Во-первых, мой график был такой, что я редко бывал в Молдове. Или прессу не любите? Ну, и с одной стороны, да, это как часть, это тоже такой любви большой нету. Ну и у меня в Питере 4 внучки, внук сейчас появился. Здесь внук, я сейчас занят совершенно, другими делами. Но футбол, конечно, остается, но сейчас главный приоритет – это получать удовольствие от общения с внучками. И внуками. Но про футбол не забывайте. Не забываем, конечно. Скажите, я все время смотрю на фотографии 82 года, когда Днистру попал в высшую лигу, то есть выиграл путевку в высшую лигу, первую лигу. И там Чебану, Матюра, Карас и Дубровин с какими-то вазами красивыми. Если хотите, я вам напомню, вот можете посмотреть вот эту фотографию. Да. Вот что и это кучери. что это за вазы были? Что это такое? Что вы получили тогда? Какие награды? Ну, помимо того, что, наверное, нам медали вручали за 2 место, и вазы это как подарок. Жаль, то, что мы... Да. За выход в высшую лигу. И есть эта ваза у вас, сохранилась или... Разбилась или... Если честно, даже хотя, мне кажется, есть. Дома, да? Дома. Сохранились? Дома, да. Там, кажется, здесь под телевизором. Какие еще премии давали тогда, кроме ваз? Нет, что-то еще заплатили. Но у нас в то время деньги были на 2-м, на 3-м, на 4-м плане. Самое главное, это, конечно, играть, получать удовольствие от игры, и мы ее получали, это удовольствие. А если еще что-то где-то как-то подарили за успех, это было как бонус. А тогда, в ваши времена, когда вы были игроком, игроков тоже держали на эти теоретические занятия, вот как вы любите держать игроков, или как и били как тренер? Нет. Вас тоже держали там час, 2, 3? Нет. Тогда было все намного проще, потому что в команду попадали уже люди, которые знали играть, на определенных позициях. Они уже приходили в основном готовые в плане. Они знали, как играть в обороне на той или иной позиции, как в атаке. И там установки, теория, это так. На наш матч сегодня продано 23 тысячи билетов. Надо выйти и порадовать наших болельщиков. Да, это же теория, я так получаю, там не только говорят, как надо играть, а как надо играть именно конкретно по одной команде. Нет. Общее что-то было такое, но в большинстве по позициям. Слева направо, левый защитник, центральный, правый, хавы. Я прошу прощения, я думаю, что это, о чем мы сейчас говорим, это было тогда по тем временам только в «Спартаке», и это было в киевском «Динамо». Что-то велось именно
две школы футбола, спартаковская и динамовская, над чем работалось именно в тактическом плане? В Киеве, да. В Киеве это однозначно. С Лобановским это он, в принципе, первый. У Бескова никогда такого не было. Да, были разборы, были это, но тактические установки, теоретические занятия, это там в общении сами друг с другом. Вот ты здесь неправильно сыграл, ты здесь не побежал, а почему это? И как бы было общение между игроками. И мы как бы помогали друг другу, да, подсказывали друг сегодня другу. что? Зачем нужно сегодня теоретически? Что сегодня не помогают? Сейчас немножко другой футбол, и все стремятся. Тогда ставили там задачи стать чемпионами, выиграть кубок. Ну, это как малое количество команд. Все в основном выходили, чтобы получить удовольствие и доставить удовольствие болельщикам. Вот болельщики рады, болельщики это, как, что. Там больше у нас было импровизации. А тренировки как были? Тренировки сколько раз в неделю? Нет, ну... Или каждый день? Да нет, по 3 тренировки в день. 3 в день? 3 в день на сборах. В процессе сезона, ясно, по 1-2 тренировки. То есть интенсивность была? Нет, и интенсивность, не так и просто объем. выходили А и на гуляли, сборах... или играли в футбол? Нет, а на сборах 3 занятия. Утреннее занятие 45 минут, это физическая пробежка, силовая. Второе занятие с мячами, это как помню. И третье занятие, это опять физподготовка. Кросс, всадники, носили, силовая. Так что мы к вечеру поднимались еще, как бы, ну, подниматься было полегче, но часто спускались задом вперед, потому что ноги не держали. Сашка, знаешь, что мне Сашка сейчас только спросил? Он мне спросил, потому что он младший, и он не помнит твою игру. Я говорю, да, я помню. Я вспомню, если ты помнишь эту игру, решалась с Долговой Ригой дома. Дома на республиканском стадионе, и вы должны были только их обыграть, чтобы... Кого это? Долгову Ригу. Здесь. Долгова Рига 3-2 вы выиграли. Да. И если про твою игру, играл левого полузащитника, все одной ножкой, но все видел, băstrенький. Ну, он spрашивает, если я знаю манеру игры. Конечно, знаю. Dragi urmăritori, vă reamintesc că partenerul acestui proiect este compania Geosport, numărul 1 pe piața construcției infrastructurii sportive în Republica Moldova. Nu uitați să vă abonați neapărat pe toate rețelele pe care apare proiectul nostru, pentru că de asta depinde cât de interesant și cât de frumoase vor fi următoarele ediții ale emisiunii. Вот любят наши ветераны вспоминать, что вот когда в мое время я играл за Нистру, а вот многие рассказывали, меня приглашали Спартак, Динамо Киев, но я остался здесь. Это все басни или вас тоже приглашали и Спартак, и Динамо Киев? Нет, это не басни. Приглашали многих, ну, насколько из моего поколения, это и Пашу Чебану приглашали, и Жору Тиглецова приглашали, ну, и Валик Ковач, ну, он помоложе. Ну, Валик так и уехал. Да, он уехал, да. Вот, но приглашали. Почему не уходили? Вот я не знаю. Но я... Коллектив, наверное. Нет. И то, что здесь у нас была прекрасная атмосфера в команде. Да, и тем более большая группа. Сверстников. Да, сверстников. Мы вместе и по юношам играли, и все. И здесь все. А туда идешь, ну, Шахтер Донецк, ну, там это, там вот потом это. Потом идешь, и нет столько, плюс 100%, что ты заиграешь там, это же тоже ну, было вот всегда. Такой как бы боязни не было. Боязнь как бы уехать и оказаться одному. Вот у меня такое, потому что мы могли в свое время там уезжать и
в команды первой лиги нас там звали на сумасшедшие условия. На сумасшедшие условия, но по сравнению с нашими мы получали то, что как положено было. Там 160-200 рублей, 40-50 за выигрыш. Вот, и больше у нас ничего не было. А Ну, там, были какие-то всё давали, ну да, Привилегии квартира были. была, квартира, да. Та же автолавка машина. приводила. Кто в Днестру был лучшим игроком из молдаван, вот из вашего поколения? Ну, что значит, кто лучше? И Паша Чебану, и Ваня Карас. Ну, что Разные значит? позиции просто, да. Каждый на своей Ну, позиции. я скажу, и Игорь Добровольский, он молдаван, я не знаю, или не молдаван. Ну, живет мы в считаем Молдавии. молдаван. Да, ну, Всех есть гражданская ну, все, и гражданство Молдовы. Жора Тиглецов. Да нет, тогда даже... А вы в какой голове. национальности? Вы молдаван? Считаете себя У меня- молдаваном или нет? Но я гражданин Молдовы, но у меня мать русская, отец украинец, а я молдаван. Но родились в Молдове. Да. Веденец. Да. А, Веденец. да. Веденец, да. А Спиридон. Тоже Тоже Саша, тоже да, из Единецкий. Единиц, именно из Единиц. Так что кто лучше, это все Люди, в отдельные болельщики моменты. определяют. Кто... Да, Какое прозвище было у вас, когда были футболистом? Вот Чубану был Земария, а вас как назвали? даже не Мацик. знаю. Да, Мацик. наверное, Мацик, да? Мацик. Так назвали. Это от вашей фамилии не было какого-то прозвища, какого-то бразильца или... Нет, Не было. нет. Я 83 далеко не год, бразилец был. высшая лига. Вы забили 2 гола, один из них Ренату Досаеву, вратарю сборной Почему СССР. 4, Высшей лиги? да. 4. Значит, у меня неправильная статистика. Неправильная информация. Да. Вот, Со Спартаком. лучше, Спартаком. лучше надо было Черноморцем на готовиться. Да. Черноморцу. Принимается, выезде. принимается. Да. Там сколько? Один Голы- 2 сыграли на голы- С Черноморцем первую Один- игру. 1-1, кажется. 1-1. Да, 1-1. И или- во второй же игре со всеми великими звездами спартаковскими 1-0 ведете. Здесь творилось такое, что... Нет, счет тогда открыл не один Да, Ваня, да, или да. счет открыл Я сравнял. Гаврилов, Да, который Гаврилов. у И тебя вы- был то есть- тренером. Да, в да, Агро. Сашка сравнял. Да. А вы сравняли счет, хотя в Да. конце проиграли 6-1. 6-1. Но забить гол Досаеву, это, наверное, память на всю жизнь, да? Да, я бы не сказал. Или Ну, нет? гол и гол. Как-то... Я думаю, Такого что на тот момент значения- он еще не был таким еще... Да нет, Досаев уже был Не, он был в Досаевым. сборной, да, он на да, чемпионате да, мира да. в 82-м был уже. Ну, Досаев 88 был был. Досаевым, но это кому забил, как. Самое главное забить. Забить, помочь А команде. помните, как забили? Вот? Ну да, вроде бы. Потому что видео не осталось. Я искал, Ну, искал, не смог найти. Жалко, Жора справа такую хорошую передачу плотную, где-то метров на 14-12. Я так вылетаю верхом, меня еще подталкивают в спину. Ну и получился удар почти как ногой. Я ногой, наверное, слабее бил. Так что... Сходу или что, с лету? Да. С лету, да? Или попал Нет, мяч? головой, нет. Специально? Передача, пробили? нет. Ну, Если толкнули, Подача. если толкнули. Но толкнули, боролись, а меня подтолкнули. Я Встречный чуть-чуть был мяч. первый встречный мяч, Хорошая такой передача. плотный, и так удачно получилось. Но я бы Сколько метров до не ворот? акцентировал. Метров 12, 14. Ну и штрафной. Ясно, что не из-за штрафной я бил Ну, головой. ясно, из 14 из-за штрафной минимум 16 должно быть. Да, интересно. Жалко, что очень мало видео. Не знаю, почему не сохранились видео. Вот, хотя в высшей лиге Потому что вроде бы снимали играли. на Это- этих дисках, на этих кассетах. Кассеты куда-то держали. Я помню, я тоже еще по моему агру, по костру. Кассеты потом, вот мы хотели какой-то материал. Да, они уже все, ничего ты там не сделаешь. Уже. Ну, они потом, да, Да, улетали, заржавели, но я так запылились. думаю, на телевидении, на центральном телевидении, там были Ну, он ходил, камеры, коробки. Ну, другое дело, не сохранили, ну, не Из считали. официальной статистики, вот, которые есть, официальные все-таки пишется, что у вас 2 гола в высшей лиге. Но, наверное, надо, значит, переделать статистику. Надо искать и лучшие. Еще в Да. какой игре? 12, Ой, Петя, я не помню. 12 матчей, 12 лет вы играли за Днестру.
больше 300 матчей, 43 гола. Такая официальная статистика. Давайте перейдем к тренерской карьере. В 88-м, да, вы закончили, как бы начинали тренерскую так параллельно. И были игроком и тренером в Олимпии Бельце или Заря Бельце. Да, Заря Бельце. Да, так называлась. Той Жука Татунч, да, на Бельце. Да, я был на сборах, я вспоминаю. Сашка помогал Гасперскому. А у меня пожизненно с Гасперским хорошие отношения, поэтому у нас даже, помните, как цеплялись в нашей сауне, били, дрались. И мне предложили тогда делить с Геной, с одним футболистом одну ставку. Было 220 тогда и 110. И я флешты в Якутск, пригласили в Якутск, стал чемпионом и получал 1200 рублей. Я говорил, тогда Спартак получал 700. Да. Ну, вот, были эти да, команды. Мы тогда, Гамарц приходил, Гамарц и... Нет, Гамарц еще играл у вас. С кем вы еще кто-то был? Вы были Гасперский, вы помогали еще кто? Саша Спиридон у нас Нет, был. он играл. Он играл. Играл, кто помогал? да. Еще три человека. Да нет, ну тогда не было такой там два когорты. человека. Вот смотрите, Такой Александр когорты. Это первый мы вас, вдвоем, первый да. вас. Вы тренировали всего лишь одну команду, где не выиграли какой-то Трофей. медаль или трофей, да. Это Спиранца Неспорень, единственная команда, которую вы тренировали. А в остальных у вас все. Кодру Калараш, бронза чемпионата Молдовы. Это вообще команда, которая пришла из ниоткуда, ноунейм в молдавском футболе. Тогда только в 94 году только разбился да, тогда СССР. ноунеймов было много команд. Нет, но Тот же приходить и конструктор выиграть Диаго. ту борьбу у Буджа, который тогда Тегина, Буджак, Заря Бельц, вот эти три Тилигу. команды, которые... Как говорили тогда, с команд мастеров. Нет, 5 да. команд мастеров было. То есть Да. 5 Бельце, команд, которые Тегина, играли в Буджак. чемпионате СССР. Да. Бельце, Да, Тегина, да. Буджак, это И вот Лига вторая. Тилигу- 3 из них вы обыграли. Тилигу будем так вышел, считать. Лигу Высший и вошел. Зимбру. Да, но Да. Лигу и 5. Зимру заняли первые и вторые Да, места, да. как бы их не считаем. Но вот эти 3 Не остались, считаем. 5 команд, остались целых 3, да. сзади. Да. Да. Сзади Кодру Калараш. Вот откуда, как это? Ну, ты начал с Неспорен, но вот это моя тренерская карьера, ну, если не считать Заря Бельце как играющий тренер, потом я перед отъездом в Эшита был главным тренером, там, где-то полгода, там, сколько-то, но те Спиранца Неспорены, это в основном все ребята из Неспорен и района. Это Витя Кырлих, Юра Чорич, я их, Петя Бытко, вратарь Венгрижиновский. Там был только из Неспоренских, это был Володя Сафроненко, я взял, и Влад Гаян. Все остальные местные ребята. И мы заняли по итогам, я там всего и не мог ничего выиграть. Место, да, 6-е место по итогам первого круга. Причем с Неспоренами мы, ты, наверное, тоже не знаешь, мы в Тирасполе у Тилигула выиграли 3-0 на выезде. Это в этом первом круге. А я взял, ребята просто, так скажем, не дворовые, а играли, они же и вошли в высшую лигу, потому что как расширение команд, не по спортивному принципу, насколько я помню, но мы уже тогда обыграли Тилигул в Тилигуле 3-0. И Да, был я там всего полгода, потому что зимой мне пришлось с ними расстаться. Потому что не хотели они. И, кстати, я разговаривал с руководством района, я им показал все бумаги, потому что я видел, как школа работала, кто в школе играл, там Влад Робу, младший Балдуреску, и все, я сказал, через 2 года у вас будет команда только из своих игроков,
и она не будет из пятерки вообще вылазить, а в большинстве будет в призах. Ну, потому что тогда Телигул и Зимбру, это, конечно, Александр, были... вы тогда тренировали до Пашки, до Чебана? Да, после меня уже... Уже пришел. Да, Чебану А тогда вы в принял. Кодру Колораж, вот вы не сказали, как это было возможно? Единственный раз они выиграли бронзовые медали, были на подиуме в чемпионате Молдовы. Ну, что, хорошие ребята были, во-первых. Мне, кстати, вот если... Это, по-моему, третьим ты стал с Колоржа, это первый чемпионат, вот этот, который весной был быстрый такой. Нет, Нет. Ну, за Шпатру. Первый это был с Неспаренами. Мгм. Вот. А здесь просто хочу сказать, да, я работал в 5 командах, да, кажется, Неспаренный, Колораж, Да, ну мы Телигул, дойдем сейчас до Конструктор. Телигула, Нет, Конструктору я и Нистру просто, Тач. мне вот несказанно повезло, то, что у меня во всех командах были прекрасные ребята. И у нас были прекрасные отношения. Непростые, но достаточно хорошие. Я вот всем, с кем работал, здесь благодаря этой твоей передаче, большой привет. Я всех помню, всех знаю. И всех найдете. И всех, и мы, кстати, Всех да, помните, всех если найдете. встречаемся. Да, сейчас реже, но... Александр Григорьевич, вот я напомню тем, которые забыли, что вы выиграли Кубок Молдовы 3 раза. В 95-м с Телигулом, Конструктору в 96-м и Нистру Тач в 2005 году. Потом с Телигулом выиграли серебро, с чемпионата Молдовы, с Конструктором бронзу и чемпионом. Но я вам хотел спросить насчет Телигула. Вот вы когда взяли Телигул, вы знали, что там идет дележка? Телигул Кубок, Зимбру чемпионат? Если честно, нет, я не знал про это. Но в процессе Нет, подсказали. нет, я не знал. Почему? Потому что, ну, в принципе, я никогда вот этими как бы делами не интересовался. Ко мне тоже никто не подходил. Было там в начале, когда в Неспаренах или, может, в этом, и они поняли, что со мной на эту тему разговаривать не надо. Я не знал. Вот, и поэтому... А как, игроки сами без Саша, вашего... как, что, я знаю, что после того, как мы выиграли кубок, да, потому что там что-то мы говорили, и ребята сами сказали: Григорьевич, мы в этом году чемпионство не отдадим. Отдадим или нет? Не отдадим. Да, ну, так они сказали, ну, не отдадим, я имею в виду не То подарим, бороться, а да, не упустим. Мы шли на первом месте, там за 3 тура, ну, что потом началось, это было немножко другое. Меня удержало от того, чтобы уйти, Еврокубки. Я туда шел ради Еврокубков. И работал с Телигулом тоже, потому что ребята там все звездные, да, по сравнению с Неспаренами и Колорашом. Да, другой уровень. Вот. А это сборная была 50% Телигула, когда чуть Зимбру, больше, да. когда меньше Зимбру. Я сказал, меня не интересует чемпионат Молдавии, мы его должны выигрывать или играть здесь, ну, попадать в Еврокубки, ну, это просто априори. А мне важно, как вы будете выступать в Еврокубках и за сборную. Поэтому к тренировочному процессу я сразу, ну, ясно, там и тренировочный процесс был, так как они условия были, сильнее, да, да, немножко другие. вальяжный. И все так Да, они построил. уже выполнили Да, задачу. нет, да. Они уже знали, нет. Я говорю, Еврокубки и сборная. И вот для меня квинтэссенцией вот того, как мы работали и играли в чемпионате Молдовы, это было Андрюша Строенко. Ну, он такой тоже, как вальяжный, когда расслаблялся довольно-таки часто, когда счет. И мы играем, не помню с кем, 4 или 5 ведем.
и он на 85-й минуте, на 85-й, 86-й в конце матча при таком счете, и он в подкате перехватывает мяч под чужой штрафной. Вот это мое было как бы главное там достижение, что мы начали работать так, чтобы как расти и совершенствоваться, а не просто эксплуатировать свои сильные Потом качества. был конструктор. Вы взяли бронзу. В следующем чемпионате, когда они стали чемпионами, вы были в первой части тренером. А что случилось? Почему вы не до конца были в конструкторе в чемпионском году? В чемпионском году? Ну, я ушел после того, как мы стали уже чемпионами. Мы, кажется, у нас был 11-очковый отрыв, 3-очковая система. Вот. Ну, так скажем, были небольшие разногласия. С Зеленым? Да, с президентом клуба. Он, кстати, огромный фанат. Я почти 2 года работал. Он каждый вечер сидел, интересовался, вот почему так, почему это. Все, ну, вникал в это все. Ну, а потом начал немножко как бы подсказывать что-то. С ума сходить, не туда. Нет. Вот он был, все знают, что он был криминальным авторитетом. Вот вы не боялись или он как-то, как он относился к вам лично? Вот. Футболистам вроде бы у нас есть какая-то информация. У нас нормальные были отношения. Я тренер, он президент. Да, он что-то там мог говорить. Были такие вещи, он считал там кого-то поставить. Я говорю: Валерий Григорьевич, он не готов, не надо. Вот когда и там какая-то ситуация появилась, а кому-то надо дать отдохнуть, я говорю: Валерий Григорьевич, сейчас я поставлю этого парня. Ну, даже это, кажется, был Юра Мартынюк. Он потом у нас забивал где-то больше 20 мячей. Такой нападающий, быстрый. Из Харькова привезли его, из коллектива физкультуры. Вот, парень. Я говорю: только после первого тайма ты его не выгоняй из команды. Ну, так он хотел, я же тебе говорил, нет. И потом Юра у нас играл. Ну, и начались немножечко, как бы, состав, тренировки. Он приходил и хотел видеть своих... Консультировать. Нет. Ну, он хотел тоже быть тренером? Нет. Он сидел на лавке рядом с вами? Нет, то, что сидел, это... Ну, я еще раз говорю, он очень-очень любил футбол. Еще когда и советское время... Александр, до того, как имел команду, он приходил на все игры. Он заходил туда справа, когда еще Нистру играла, вы играли. Да. Он на каждой игре со своей бригадой. На каждой игре, нет. В этом отношении... Ну и потом, наверное, что-то понял, начал советовать. Если... Опыту набрался. Нет, не то, что опыта. Я... Наверное, если там что-то было такое, возможность, наверное, как бы ставил, но или соглашался, или не соглашался, но аргументированно. Он аргументы принимал. Я ему рассказывал, и потом даже с тем Мартынюком. Вот он: да, ты его должен. Ну, я поставил. Я говорю: только одно условие. Я поставил, после первого тайма его не выгоняй из команды, потому что этот парень принесет нам пользу. Но еще рано. Я тебе вот сейчас покажу. Ну, там игра, которую мы, наверное, должны были выигрывать, она и так и было. Вот у него. И после этого, и когда он начал как бы чуть-чуть больше нагнетать, я ему сказал: Валерий Григорьевич, давайте расстанемся. Нет, станем чемпионами. И я развяжу вам руки, делайте все, что хотите. И вот мы стали чемпионами на другой день. Не помню, с кем играли. У нас восстановительное занятие на стадионе. Я пришел, ребят, ну, как собрались, как обычно. Pozdravил с чемпионством еще раз и попрощался. Dragi urmăritori, vă reamintesc că partenerul acestui proiect este compania Geosport, numărul 1 pe piața construcției infrastructurii sportive în Republica Moldova.
nu uitați să vă abonați neapărat pe toate rețelele pe care apare proiectul nostru, pentru că de asta depinde cât de interesant și cât de frumoase vor fi următoarele ediții ale emisiunii. Потом вы поехали, вы были тренером министра Тач, опять президент клуба эксцентричный, или как сказать, эксцентричный, да, человек, который очень интересные вещи рассказывает. Биографии, интересные вещи, которые там происходили в Днестру Тач. Это все, на самом деле, говорят, что у него была труба под Днестру, по которой он качал спирт из Молдовы в Украину. Саша, или обратно. Саша, я же там был тренером, а не каким-то криминальным авторитетом. Я этого ничего, в принципе, не знал. Мы работали с ребятами достаточно хорошо, вот, и кубок выиграли, то, что ему он там с 8-го раза, кажется... Единственный раз. Нет, да, выиграли. А то, что там какие-то трубы, что-то куда-то возили, ну, Саш, меня Какой-то не... спирт. Но деньги давал, зарплату давал в деньгах или в водке, в других продовольственных? Мне так, было, Саша, были тяжелые времена, когда... Это у многих команд это было. Да, и я выдавал. Петр Федорович... Петр Петрович. Петр Петрович... давал это самое... Давайте вспомним один момент. Я помню, как вы мне давали. Вы купили у меня футболиста. Не вы, Калараш. Да. Чеботаря Пашку. Да. За 12 тысяч лей, в те времена, до 3, не знаю сколько было, я говорил еще на одной передаче. И, в общем, консервами. У них консервы запаковал, там какие-то чуть пониже цены. Да, так было. Были. Консервный завод был спонсором. Да, консервный завод был спонсором. И, кстати, если мы берем Калараш, то, конечно, Георгий Григорьевич Алару сумасшедший президент. Просто он с такой добротой, теплотой относился к команде, ко всему, что надо было. Денег нету. Пришел. Ребята, я не могу платить вот сейчас не сезон, 2-3 месяца зарплату, но все проиндексируют. И даже скачок был, такие курсы, что сегодня один все со всеми рассчитался. Ну и были такие моменты, да. Кто хочет, тоже... берите продукцию. Да, кто хочет, то нет, подождать, когда появятся деньги. Но со всеми практически везде. И вот рассчитывались, и то, что я, как вот последний раз ушел из Калараша, да, там была опять финансовая проблема, и ребята много не получали. Кстати, мы Еврокубки играли, тоже с полугодовой задержкой зарплаты. Кодру туда Калараш? приезжали. Нет, это атаки. Когда мы... Калараш не играли в Еврокубке. Нет, тогда нет. У нас тогда только Земру, чемпион. Александр Григорьевич, половину вашей карьеры прошло в российской премьер-лиге. Другой уровень, другой футбол, надо признать. В Рубине 2006-2013 года, Ростов 2015-2017 и опять Рубин 17-19 годы. Очень много. В Рубине как вы оказались? Рубин тренировал Бердыев, Курбан Бекиевич. Мы его знали друг друга еще, когда он играл за Колхаши, Ашхабад, Ваня Данилянц оттуда. И мы даже встречались, когда к ним приезжали, да, там шашлычки, когда у нас здесь вместе. И учились вместе в Вышита. Ну и после этого... Школа тренеров в Москве. Да, высшая школа тренеров. Ну и после этого, редко, интересовались делами друг друга. И один раз он позвонил, как дела, он уже в 2003 стал третьим в России, и это 6-й год. Вот, я как раз, был без команды, да, кажется, Стилибола тогда ушел, не помню. Он позвонил, чем занимаешься? Я говорю, вот так, отдыхаю, готовлюсь.
не хочешь подъехать к нам и посмотреть свежим взглядом, у нас что-то не получается. Они там что-то в зоне вылета шли. Ну, я приехал. Он говорит, вот кассеты посмотри, что... А там как раз был перерыв на сборные. Где-то ребятам дали 2-3 дня отдохнуть. Я ознакомился с матчами, так как играли, потому что тогда уже не показывали российский футбол. И вот, посмотрел, высказал свои соображения, он согласился. Согласился, чтобы вы были его ассистентом? Нет, Или согласился с моими подсказкой. соображениями, Ага, что я увидел и что нужно исправить. Он говорит, возьмешься? Я говорю, давай попробую. И вы начали работать Да, ассистентом Бердыева да. именно по... Технико-тактический Да. или Нет, аналистом, или нет, как? Или нет, просто нет. помощник? Помощник, Нет, первый. конечно, ну, По всем. там делам. не было. У нас все были помощники. У нас там, помимо отличной команды и коллектива в команде, были такие же хорошие отношения, как дружеские, но в то же время с зарубами по тем или иным моментам, как играть, что. Вот, просто стал тренером. А то, что и у Просто- нас... Просто у нас все здесь говорили, что вы там тренер именно по теоретической... Вот, Нет. Там у нас все тренера всеми занимались. Я и проводил занятия, и теория. Вот, и все было. И как раз мы вот этот период поработали, и еще даже оказались в десятке. Нет, Ну, 2 раза это стали я. чемпионами России. Это Да. для Рубина Казань это то же самое, что... И обыгрывали что- Барселону, по-моему, обыгрывали. Нет, да? Барселона сейчас, дойдем и до Барселоны. Сейчас вот вы были 2 раза чемпионами России. Да. Как вы сумели вот 2 раза подряд, это не один раз случайно, там, как там у Ниря Урзичень или вот целую Галац. Ну, да, в принципе, там так получилось, я не помню, столетие, кажется, клуба в 8 году было. Ну и мы после 7 года у нас проанализировали, что у нас там в команде. У нас мало было ребят, которые как бы верили как бы в хорошее выступление, в сильное, что мы можем быть в призах, что мы можем быть в Еврокубках. Была такая психология у многих. Пессимистически. Да. Не вылететь. Мы в вышке, мы все в порядке, самое главное не вылететь. И мы сели к концу сезона, обсудили. Вот с таким характером мы не сможем. А нас там просило руководство не стать чемпионами, а достойно выступить. Так, чтобы хорошо в 5, в 6, в зоне Еврокубков. Вот. И мы решили от группы игроков, причем значительной, и это Избавиться. основные были игроки, то же самое, избавиться. И вот тогда мы взяли Сережу Симака, брали тоже таких игроков, которые знают, как выигрывать, и которые Хотят нацеленно. выигрывать. Да. И вот у нас так совпало, мы взяли, и причем доукомплектовывались Сава Милошевич на последний сбор, уже прямо перед чемпионатом. Гюгденис, Караденис из Бешикташа, кажется, взяли тоже. Вот, и еще 2-3 дня, 1 двусторонка, и мы едем чемпионат играть. Ну и ясно, была хорошая мотивация, хорошая была заряженность. Мы понимали, что мы не сыграны, что мы, мало времени было. Ну и все, отдача, самоотдача. И так нам Бог как бы Григорьевич. помог. Спросить, вот Да. вы тренировали вместе с Бердыевым, с вашим, да, вы до этого играли против друга, познакомились, вы с Данильянцем здесь уже играли, тоже отношения. В конечном итоге вы оказались втроем в этом клубе. И у вас многое что получилось, действительно. Вот Александр, Сашка потом дойдет до этих Еврокубков. Но бывало так, что вы с Бердыевым, вот игра, он хочет сыграть так, вы входите и начинаете что-то, доказывать друг другу, спорить, оспаривать некоторые моменты. Или
такого не Нет, было? нет. Или он делал то, что он хотел? Петя. Как это было? Как это? Петя, все это происходило до игры. Ну, так до До игры, конечно, были споры, я спрашиваю, как не во играть, время игры. кого поставить. Причем не только у меня. Любой игрок, вернее, из тренерского состава обязан был высказать свою точку зрения по составу, по тактике, как мы будем играть, как мы будем атаковать, как мы будем обороняться. И у нас было тоже одно хорошее правило. У каждого есть свое мнение, он его высказывает, да, Курбан принимает как главный тренер решения, и все, кого-то мой, твой, кого-то из тренерского состава, и все. Мы вышли, да, это не мой вариант, но мы все Работали в одной упряжке. И выбранный дальше все делаем, чтобы этот вариант, да, отработал по максимуму. Президент клуба «Рубин» Александр Гусев рассказал в 2009 году, что вы получили премиальные за чемпионское 4,5 миллиона евро. Все деньги с Еврокубков. Это правда? Кстати, это единственная, да, команда. Мы когда стали чемпионами и предстояло играть в Лиге чемпионов, ясно, мы и там неплохо, хотя по российским меркам мы... Мало еще получили. Да, нет. И сказали, это тоже было очень хорошим, большим подспорьем. Ребята, все, что вы играете в Еврокубках, это ваше. Это ваши деньги. И так и случилось. Да, и так и было. Там в этом отношении, конечно, было очень здорово. Dragi urmăritori, vă reamintesc că partenerul acestui proiect este compania Geosport, numărul 1 pe piața construcției infrastructurii sportive în Republica Moldova. Nu uitați să vă abonați neapărat pe toate rețelele pe care apare proiectul nostru, pentru că de asta depinde cât de interesant și cât de frumoase vor fi următoarele ediții ale emisiunii. Дошли мы и до этого матча с Барселоной, о котором Петрович раньше говорил. Выиграли у Барселоны. Рубин Казань в гостях выигрывает у Барселоны. Я вам сейчас скажу, какие там имена были у Барселоны. Я специально посмотрел состав. У них так, ворота Вальдес, потом игроки полевые. Дани Альвес, Жерар Пике, Рафаэль Маркес, мексиканец. Хави, знаменитый Фернандес, который был... Иньеста. Да, Иньеста, Ибрагимович, Месси, Педро, Абидал и Яя Туре. Как? 2-1. Сборная мира. Как выиграть у этих? Скажите мне, пожалуйста. Тогда, насколько я помню, Барселона была, ее звали непобедимой командой. То есть просто была сумасшедшая команда. Что хочу сказать. У нас просто после жеребьевки у нас где-то до Еврокубков было около месяца. И, конечно, мы смотрели и все это время обсуждали. Чемпионат чемпионатом, но все равно затрагивали как играть, что играть. У нас тогда был тренер по физподготовке Рауль Гонсалес. Он потом в «Спартаке» был. Это не тот Рауль, который в Реале? Нет. Это... В «Спартаке» он был вместе с этим. Тренер по физической подготовке. Тренером, нет. Потом был в «Динамо» Киеве, Шевченко, Реброву помогал, и в сборной даже. Нет, это именитый тренер по физической подготовке. Да, он хороший. Так вот он клубов. один раз приходит, это так и юморно. Я знаю, как надо играть с Барселоной. Давай, Рауль, делись секретами. Надо их заставить обороняться. Они не умеют играть в обороне. В принципе, все правильно. Они там контроль мяча 70, 75, 80%. Конечно, они не умеют играть в обороне. Как это сделать? Вот сейчас у меня там друг, они играют сейчас вот с Барселоной.
и он вот эту теорию, он заставит Барселону играть в обороне, ошибаться. Ну, я говорю, Рауль, так у них был шанс там 2, 3, 4 получить, а здесь они могут и 5, и 6 получить. Ну, так и получилось. Они 6 или 7 проиграли. Ну, в атакующий футбол открытый. Так что этот вариант. Даже такие рассматривали тоже систему. 5 защитников, 4, 5-4-1, 5-5, 5-4-1, 4-5-1. Но все равно остановились на стандартной 4-4-2. Единственное, что Чори уже, когда на нашу треть переходила атака, он опускался чуть-чуть ниже, вот так. И, кстати, мы эти голы, Сашка Рязанцев забил, сумасшедшего тоже с перехвата, с контры. И Чори как раз вот он подхватил мяч, Кристинобова перехватил Чори, и Гюльденис вперед, он ему сделал передачу. Так что, если бы был один нападающий, то мы бы вот эту контратаку не тогда смогли. перед матчем нашли какое-то слабое место или что-то в игре Гвардиолы, который впоследствии Конечно, стал, искали. наверное, лучшим игроком последних и 15 лет. Да, Не игроком, а да, тренером. И даже, да, такие слабости нашли у него. А что... вот скажите, может, и другие используют? Да, первое, ему как бы нужно было дать нам пространство. Не надо было вот атаковать и тику-таку. Мы к ней были готовы, потому что мы настолько, вот сколько крайний защитник должен провести Месси, когда он с фланга справа смещается в середину здесь. Кто его здесь подберет? Какие взаимодействия? Но самое главное там было такое. Не дать Хави и Иньесте получить мяч между линиями лицом к воротам. Вот пускай мы настолько должны были быть компактны, чтобы они все время перед центральными хавами получали мяч и не имели зону движения. Вот это было первое. Второе. Месси постараться закрыть. Ну и, в принципе, это сделали. Ну, в этом. Ну, я говорю, у нас было много времени на подготовку. Именно, ну, мы и чемпионат играли, и кубок играли, и здесь, но все равно в этом плане мы даже в тренировках вели упражнения. Да, пас, и оно потом тоже как бы на нас отразилось. Барса. Пас. И мы должны вот это были все перестраиваться. Барса. Одна команда Барсу, другая Рубин. Потом менялись. А вот именно как мы будем реагировать на эти все моменты, потому что на самом деле забрать мяч индивидуально там сложно, только с подстраховкой, только перехват. Ну и были у них тоже и слабости. Мы давали практически всю. Пуйоль там играл с левого центрального защитника. Не, в этом матче не было его. Ну, значит, следующий. Мы давали... Там был и Рафа Маркес, и Да, Жерар Пике. Здесь Пике у него и хорошие были диагонали на левый, на Педро, а мы больше его прикрывали и давали развивать через левого центрального защитника. Он немножко похуже чуть-чуть в подыгрыше был. Сравнительно с ними похуже. Да, чуть-чуть да, по слову. нет, ну я же сказал, похуже. Да, сравнительно в этом. Ну, надо было искать во всем, каждую мелочь использовать. Да. Скажите, вот когда вы были в Рубине, было там 4 молдавских игрока. Александр Антонюк, Илья Чабану, Михай Платика, и только Гацкан сумел там проявить себя. Почему остальные не смогли там закрепиться? Ну, там по разным причинам. По разным причинам. Не хочу в эти вдаваться. Но они были у нас. Но я по думаю, футбольным после качествам этого... они подходили, или вы их взяли там Нет, просто нет. по блату, так сказать? Нет, никакого блата не могло быть. Брали, потому что увидели Были какую-то хорошие. перспективу. Но
эту перспективу надо было в тренировочном процессе доказывать и показывать свой рост. К сожалению, у них не получилось вот этот рост, как бы потолок, ну и дальше держать. Там еще у нас были Чуперка, и сейчас играл в прошлом году еще в Аргееве, единчанин. Лучший футболист года. Да. Генсарь. Генсарь. Вот. Тоже... Нет, не Генсарь, кажется. Он потом в этом, да. Ну, не получилось. Взяли... Генсарь в Крылья Советов был. Да. Был. Другой был. Тоже с Академии Добровольцев, кажется. Да. Да. Они Этот, вдвоем. который взял Валера гражданство, Чуперка российское потом гражданство. еще играл, потому что я за всеми ими следил. Вот. Ну, Саши здесь и Платики, ну, уехали, но я думаю, что у них был шанс, им не брали в команду играть, дали шанс проявить себя. Ну и смотреть рост, как их потенциал Да, они будет молодыми были развиваться. Да. Ну, не получилось. Ничего, у Саши больше получилось, и он играл. Скажите, у вас есть брат Сергей Матера, который тоже был футболистом, но он больше известен как судья. Вот он был арбитром в чемпионате России, в частности в премьер-лиге сезон 2007-2008. Он обслуживал ваши матчи Рубина, когда вы были там? Нет. Ну там тоже фамилию знают, Мацура, Да. Мацури. И поэтому он не ставит. Нет. И еще у вас сын Андрей. Где он сейчас? Тоже был футболистом, знаменитым у нас. Сейчас вместе с Курбан Бекиевичем он уже года 4. Он и в Кайрате был, и в Иране был. То есть он занял ваше место у Бердыева в штабе, да? Да. Понял. Как Чень сделали. Делится сейчас? Папа с папой делится? Так, у нас осталось еще очень мало времени, но я хотел, чтобы у нас было хотя бы 2-3 минуты говорили о сборной. Вы были тренером сборной почти 20 матчей, там 17 матчей, если конкретно. Очень интересно, что первый матч вы были еще до Данильянца. Тогда у сборной не было тренера, или назначили Данильянца, и он не мог прийти. Что тогда было? Вот в 98-м с Азербайджаном 1-0 проиграли товарищеских в гостях. С Азербайджаном, да. Ну, После Караса? У Вани нет, он просто не смог, прийти. Туда выехать по национальным. Тогда был конфликт, и он туда Поэтому не вы полетел. тогда, потому что вы числитесь как этот первый матч, где были тренером сборной. Потом у вас было еще 16 матчей, вот первый из них с Грецией в 99-м. Это уже когда вы 16 подряд были тренером. Все закончилось, у вас были там 3 победы. Все закончилось с этой поражением от Швеции 0-6, которое было самым разгромным поражением сборной в течение 20 лет, пока они проиграли 0-8 Бельгии. И вы подали в отставку после этого матча. Да, ну что, после такого счета, причем тот матч... Если вы помните, мы на 45-й минуте, глупая, такое инстинктивная Саша Коваленко, игра рукой, пенальти, удаление. Хотя мы играли, у нас были неплохие выходы в атаку и могли. И я думаю, если бы не было этого удаления, я думаю, был бы приемлемый счет, не знаю, не могу говорить, выиграли, не выиграли. Но второй тайм мы просто уже как бы пошли в атаку. А почему подали в отставку? Обычно подают в отставку тренер, когда чувствует, что атмосфера в команде не та, или кто-то его не слушает, или не может быть. Были там еще определенные нюансы, которые как бы не позволяли мне как бы влиять как главному тренеру на атмосферу
в команде. После этого ребята пошли в атаку, да, и мы 3 или 4 гола из этих 6. Я так понимаю, что это атмосфера именно из-за игроков. Почему я говорю это? Потому что пришел Пасулька, и он поменял 80% состава. Поменял тогда. Нет, у нас создалась такая атмосфера, что я как бы не смог влиять на игроков после этого матча. А вот скажите, пожалуйста, как это, вот коротко, если можете сказать, вот как эта атмосфера создается? Потому что об этом говорили вот недавно, сейчас при уходе Клещенко из сборной. Вот вы сейчас говорите, и я слышал и от других тренеров, я честно вам скажу, сборной. Вот как это может игрок, если там тренер должен решать, почему мы доходим до того, что игрок... Он влияет как-то на это? Не влияет. Очень важна атмосфера команде. За результат отвечает главный тренер. Опосредованно на это влияют и игроки, и медицинский персонал, и обслуживающий персонал, и федерация, руководство федерации. Создать вот атмосферу, где люди будут выходить и думать только о футболе. Если они думают о чем-то другом, что-то, как-то, где-то, тогда ничего не получится. Я думаю, и здесь, и у нас после первого тайма со шведами, думаю, что где-то аналогичная ситуация. Потеряна атмосфера. Почему? Предыдущий цикл все хорошо, эти же ребята. Сейчас этот цикл, можно сказать, была белая полоса, стала черная. Но черная она стала... Потому что мне так кажется, что потерялась вот эта атмосфера внутри команды. И Сережа, я разговаривал, и звонил ему, и встречались мы после этого. Он говорит, Александр Григорьевич, когда за 2 матча, дома с Израилем, у нас всего 3 подката. Это говорит о не об отношении, атмосфере. Футболист относится настолько, насколько ему комфортно. Понимаете, это, я думаю, если каждому человеку на любой позиции то же самое. Нет. Предыдущие он тоже сравнивал, там за 1 матч 11-12 подкатов, а здесь за 2 матча 3. И с таким результатом. О том, что вы говорили, как хорошо себя чувствует человек на своем рабочем месте. Все. И за результат главный тренер, тренерский состав, медицинский и вплоть до федерации. Все должны создать максимально благоприятную атмосферу, чтобы люди, было желание выходить и биться. Понял. Осталось 2 матча в этой отборочном цикле. 13-го играем дома с Италией, тоже дома, хотя считается гостевым матчем, но тоже дома играем. 16 ноября с Израилем. Коротко об этих матчах. Хочется пожелать успешной игры, чтобы ребята проявили себя. Знаю, что в Италии, говорят, очень хороший был матч. Да? Да, хорошо сыграли. Очень здорово играли. Там по ударам, там больше могли 10. Сыграть, да, понимаете? И когда команда играет, это я параллель провожу. Может так играть с итальянцами, и может так играть со шведами. Те же самые ребята. Понимаете? Что изменилось? Да, норвежцы. Они что? У меня каждый со своим. У меня, со своими тараканами. Они что, разучились играть? Они, так как с Италией разучились, что-то разладилось внутри команды. Что это надо 100%. Разбираться новому тренеру и руководству федерации, чтобы этого не произошло. Потому что мы так выходим, сжатыми кулаками. Думаете, как будут эти 2 матча? Сумеем я хочу, чтобы они прошли хорошо. Не то, что выиграть, но чтобы вышли и бились, и играли в футбол. Самое главное, вышли и старались проявить свои качества по максимуму. Это будет, значит, будет и приемлемый результат. Что там уже сложно говорить, хотя психологическая обстановка, конечно, тяжелая после этих поражений, но
все когда-то заканчивается и когда-то наступает белая полоса. Будем надеяться, Григорий, что в этих двух новый матчах... тренер. Да. 2 игры неплохие сыграли, как бы там 2-1 проиграли румынской сборной. Румынская обыграла австрийцев после этой игры, потом 1-1 все-таки с всё, Эстонией я на ж еще выезде. раз, Петя, говорю, что... Могли проиграть, могли Да, выиграть. может быть, отсюда, да, вот начнется белая полоса, ну, а потом не допускать надо черную, что как можно больше было белых полос. Спасибо за участие. Mulțumim că ne-ați Спасибо за urmărit. приглашение. Vă dorim sănătate și numai bine.